Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Люди – странные существа. Тысячелетиями мы бегали от хищных кошек, чтобы те не покушались на наши маленькие обезьяньи попки. А теперь мы сами тащим микрокопии наших бывших врагов к себе в дом. Даже рысь человеки умудрились разместить у себя в квартире. По крайней мере, ее маленькую копию, такую, как наш сегодняшний гость. Встречайте Пикси Боба, он же короткохвостый эльф, породу кошек, своей внешностью копирующую дикую рысь. Глядя на эту кошку, можно действительно подумать о ее лесном происхождении. Но не ведитесь на дикий вид. Пикси Боб полностью домашний кот с нулевой концентрацией рыси в крови. За свои красивые кисточки на ушах, короткий хвост и пятнистую шубку Пикси Боб должен быть благодарен скрупулезным селекционерам. Великие умы целенаправленно старались получить кошку, внешне похожую на рысь. Проводилось постоянное скрещивание домашних кошек с дикими короткохвостыми лесными котами, обитающими в лесах США и Канады. Однако эти случайные скрещивания были безрезультатны до 80-х годов прошлого века, когда один из селекционеров получила потомство, в котором оказалась кошка, окрасом и сложением похожая на рысь. Кошку звали Пикси, что в переводе с английского означает эльф или фея. Таким образом родилась порода Пикси Боб, то есть короткохвостый эльф. Да, порода эта довольно молода, но сердечки кошатников она завоевала окончательно и бесповоротно. Домашняя рысь, кроме запоминающейся внешности, может похвастать качествами традиционно ценимыми в собаках. Пикси Боб верен своему хозяину, прекрасно ладит с детишками, очень умен и посему прекрасно поддается дрессировке и осваивает простые команды. Так что если вдруг увидите в городе мини-рысь на поводке, вы уже знаете, кто это. Прогулки для такого котика не хозяйская блажь, а истинная необходимость. Пиксик дружелюбно относится ко всем членам семьи. Любого из них котик радостно встретит у дверей, по собачьи виляя хвостиком и глухо чирикая в знак приветствия. Однако из человеческой стаи мини-рысенок частенько выделяет одного хозяина. Котик постарается всегда держать любимчика в поле зрения и чаще, чем с другими домочадцами, будет вести с ним беседы. Пикси Боб – это воплощение мечты любителя диких кошек. На фоне мастерицы по домашним погромам Пумы Чаузи и своенравного мини-гепарда Саванны короткохвостый рысенок Пиксик почти идеален. Ролики про всех вышеперечисленных кошек можно найти в плейлисте «Кошки». Почему же Пикси Боб идеален? У этого кота-фея покладистый нрав и отсутствует своенравная дикарям гиперактивность, зато в наличии собачьей способности к дрессировке. К тому же он неприхотлив в еде и не требует особого ухода, а также не имеет генетических болячек. Пикси Боба часто сравнивают с другим заокеанским куцехвостиком, американским бобтейлом. Однако последний немного подкачал с габаритами. Его легко отличить по морде шайбочки. У Пиксика же лицо в форме перевернутой груши, и единственный признанный окрас – это пятнистый табби. Основные параметры – вес у кошек до 6 килограммов, у котов аж до 9. Рост до 35 сантиметров, длина с хвостом до 70. Что интересно, пикси-девочки заметно миниатюрнее пикси-мальчиков. Короткохвостые эльфы растут до 4 лет, тогда как другие породы физически созревают к 1 году. И все бы хорошо, однако пока, к сожалению, пикси-бобы не слишком популярны у широкой общественности. А все потому, что цены на самого-самого скромного котеночка
ребеночка, который не будет блистать на выставках и даже вносить сколь-нибудь ощутимый вклад в генофонд породы, кусаются, стартуя от $1000. Ну а питомец шоу-класса стоит раз в 10 дороже. Тем не менее, а вам понравился этот кошачий, короткохвостый эльф? Напишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!